Никто из нас не любит пустых теорий, поэтому я приведу два практических примера. Один из этапа проектирования, другой из этапа строительства двух разных проектов. Пример первый. Существующее положение. Сибирь. Небольшой региональный аэропорт с грунтовой взлетно-посадочной полосой, функционирующий только в летний период, когда тундра свободна от снега и слякоти. В остальное время аэропорт может принять только вертолеты. Горючее для заправки воздушных судов подвозится автозаправщиками от существующего склада ГСМ, расположенного в 1,5 километрах от аэропорта. Склад ГСМ емкостью 5000 кубометров наполняется топливом раз в год в период навигации, которая длится 2 месяца в летний период. Существующий склад ГСМ не является собственностью аэропорта и принадлежит другому собственнику. Аэропорт подлежит реконструкции в соответствии с федеральной программой развития региональных аэропортов. Ожидаемый результат. Строительство новой взлетно-посадочной полосы из асфальтобетона, увеличение пропускной способности аэропорта, смена режима работы аэропорта на круглогодичный, строительство нового здания аэровокзала, строительство собственного склада ГСМ емкостью 3000 кубометров на месте существующей вертолетной площадки. В середине 2012 года заказчиком был проведен конкурс по выбору генеральной проектной организации на проектирование всего аэропортового комплекса, за исключением взлетно-посадочной полосы. Этими работами занималась отдельная компания. Был определен победитель конкурса, с которым был подписан контракт. Я сейчас быстро пролистываю задание на проектирование, и если у вас появится желание посмотреть его более подробно, вы можете сделать это в покадровом режиме. Это граница земельного участка аэропорта с зоной, выделенной для размещения аэровокзала и прилегающей к нему вертолетной площадки. И отдельно граница прилегающего к аэропорту собственного проектируемого склада ГСМ, то есть граница проектирования. Основные технические условия на энергоносителе были получены. Для экономии времени я их здесь не показываю, потому что проблема не в них, и цель этого ролика не рассказать все в деталях, а показать и по возможности наглядно, что большинства рисков проекта можно избежать на самых ранних его стадиях. Итак, контракт заключен, и при общем сроке проектирования в 12 месяцев с учетом всех согласований, 6 из них уже прошло. Стадия проекта была уже практически готова, после чего у генерального проектировщика появились вопросы, касающиеся технологии подачи топлива к проектируемому складу ГСМ. Здесь внимание стоит уделить следующей фразе в задании на проектирование. Для склада ГСМ необходимо предусмотреть внутрискладские трубопроводы протяженностью 1,5 километра. То есть 1,5 километра топливопроводов для разных типов горючего необходимо разместить в границах участка проектируемого склада ГСМ, что сделать довольно сложно, разве что обернуть несколько раз трубопровод вокруг участка. При этом повторюсь, что емкость существующего склада ГСМ 5000 кубометров, а проектируемого 3000 кубометров, и появление дополнительных емкостей связано с увеличением пропускной способности аэропорта. Топливо, напомню, завозится в этот регион раз в год. О существующем складе ГСМ нигде не упоминалось. Ни в задании на проектирование, ни в описании существующего положения до проектирования. Нигде. Причина же заключалась вот в чем. Существующий склад ГСМ, построенный более 40 лет назад, на сегодняшний день не соответствует нормативам, предъявляемым к размеру водоохранной зоны. Заказчик понимал, что упоминание в проекте существующего склада ГСМ не позволит получить положительное заключение государственной экспертизы и таким образом попытался избежать проблемы. На самом деле 1,5 километра топливопровода предназначались для закачки топлива из существующего склада ГСМ, то есть технология наполнения резервуаров представлялась заказчику следующей. От танкера наполняется сначала старый склад ГСМ, затем из него по топливопроводу горючее перекачивается в новый до заполнения, после чего старый склад наполняется из танкера еще раз. Для любого более или менее опытного руководителя проекта, а тем более для главного инженера проектной организации, такая ситуация может показаться утрированной до анекдотичности, потому что заказчик на этапе составления задания на проектирование таким образом создал сам себе еще большую проблему, так как проектировщик в сложившейся ситуации не в состоянии до конца выполнить раздел проекта, связанный с технологией подачи топлива. То есть трубопровод он запроектировать должен, а подключать его формально некуда. Разумеется, выходы из ситуации есть, и их несколько.
Это может быть и устройство отдельного топливопровода для перекачки топлива напрямую из танкера, чтобы не показывать в проекте существующий склад ГСМ. И попытка получить специальные технические условия, содержащие компенсирующие природоохранные мероприятия. И объединение двух складов ГСМ и строительство одного большого на отдельном участке. Но каждый из этих вариантов связан с увеличением срока проектирования как минимум на полгода. Это изменение задания на проектирование, выделение дополнительных земельных участков под линейные объекты или новую площадку строительства, получение отдельных технических условий, дополнительные согласования и так далее. Суть не в этом, а в том, почему такая ситуация возникла и как ее можно было избежать. Согласитесь, что полгода – срок критичный для любого проекта. Не имеет никакого значения, что это федеральный объект, государственный заказчик и бюджетное финансирование. Подобных примеров очень много, каждый со своей уникальной спецификой. И форма собственности или финансирования здесь совершенно не важна. Ошибки были допущены как со стороны заказчика, так и со стороны проектной организации. Вот они. Все это вещи простые до банальности, но повторяющиеся с началом очень большого количества проектов. И получается, что из-за несоблюдения простой логики, еще до того, как проект попадет к руководителю проекта на исполнение, в нем уже оказываются заложенными какие-то риски с далеко идущими последствиями. Разумеется, многое можно исправить, но проект будет гораздо эффективнее, если таких ситуаций избегать с самого начала. Давайте теперь попробуем оценить эту ошибку деньгами. Я сделаю это намеренно укрупненно и даже примитивно, только чтобы показать сам принцип. Очень надеюсь, что уважаемые финансисты простят мне такое кощунство по отношению к финансовой модели, но иначе мой пример будет сильно перегружен. Поэтому тонкости модели я здесь не рассматриваю. Крупными мазками график проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации аэропорта будет выглядеть примерно так. Этап проектирования, этап строительства и эксплуатационный период. Стоимость проектирования нам известна, стоимость строительства и бюджет расходов-доходов эксплуатационного периода я взял из аналога действующего аэропорта из открытых источников. Конечно, цифры грубые, но вполне сопоставимые с реальностью. В детали моделирования бюджета проекта по аналогам я не вдаюсь, это отдельная тема. Соответственно, расходы проекта со знаком минус для дальнейшей математики. И это наш первоначальный график. С появлением описанной выше ситуации со складом ГСМ график меняется. Меняется продолжительность проектирования. Возможно, меняется и его стоимость, но сама по себе она незначительна, и в общем денежном потоке изменения по времени будут гораздо серьезнее. Поэтому я здесь этого не учитываю, впрочем, как и многого другого. Сдвигаются на полгода сроки строительства. И как результат более позднего запуска в эксплуатацию, мы теряем полгода запланированного изначально периода эксплуатации. В моей грубой финансовой модели обе ситуации будут выглядеть примерно так. И мы видим, что в результате ошибки наш показатель доходности уменьшится более чем на 1%, а финансовый результат проекта уменьшился на 35 миллионов рублей. Я бы сказал, что ошибка довольно дорогостоящая для одной фразы в задании на проектирование. Небольшое отступление. Для управленца логическая модель проекта всегда первична. Финансовая модель вторична. Финансовая модель является отражением логической. А поскольку обе этих модели живые и постоянно корректируются, то изменения в них должны быть абсолютно синхронными. Это, кстати, одна из причин конфликтов между управленцами и финансистами, о которой я упоминаю в разделе решений. Но идем дальше. Такой подход сам по себе – мощный инструмент оценки любых управленческих решений. Но чтобы представить грамотное обоснование вариантов решений собственнику компании, управленцу нужна обратная связь от финансового блока, где математическая модель обрастет недостающими параметрами. Будут учтены налоговые последствия, инфляция, кредитные линии и так далее. Либо управленец должен сам досконально разбираться в этих вопросах, чтобы сделать это самостоятельно. Пример второй. Предкризисное лето 2008 года. Средняя полоса России. Объект нового строительства. Торгово-развлекательный центр площадью 60 тысяч квадратных метров. Проектные работы в завершающей стадии рабочих чертежей. Предварительные контракты с арендаторами заключены. Заключение государственной экспертизы и разрешение на строительство тоже получено.
Заказчик заключил отдельный договор на ограждение участка строительства и земляные работы по планировке в соответствии с проектом. Этот отдельный договор был заключен с целью экономии времени на фазе строительства, еще до подписания основного договора генерального подряда. У заказчика для этого проекта была создана отдельная компания с генеральным директором и службой заказчика, но все сотрудники были низкооплачиваемыми. Общий подход собственника к реализации проекта – максимальная экономия времени и средств. Ввиду того, что собственных средств для реализации всего проекта у собственника не было, он вел переговоры с иностранным инвестором. Иностранный инвестор потребовал привлечения международной компании в качестве профессионального консультанта и управляющего. Я на тот момент времени возглавил этот проект как сотрудник такой международной компании. Задача передо мной стояла следующая: проведение тендера по выбору генерального подрядчика и дальнейшее управление проектом со стороны иностранного мажоритарного соинвестора, но за деньги российской стороны, с которой и был заключен контракт на управление проектом. Тендер был проведен в лучших традициях европейских и российских стандартов, и в результате него родился список претендентов, из которого обычно исключаются самое дешевое и самое дорогое предложение. Но не в моем случае. Как бы искренне и настойчиво я не убеждал российскую сторону этого не делать, был выбран самый дешевый вариант. По моему твердому убеждению, компания, предложившая наименьшее по цене предложение, ушла в глубокий демпинг, сделав предложение на 30% ниже по сравнению с ближайшим конкурентом. И поскольку моя компания-работодатель получала деньги от российской стороны, в моей компании на самом верху было принято решение согласиться с решением российского заказчика, уж извините за тавтологию, чтобы не потерять контракт. При всем при этом иностранный инвестор готов был начинать инвестирование только после подписания контракта на строительство, одобренного профессиональным консультантом. Представляете, в какой ситуации я оказался? Итак, итоги тендера были так или иначе утверждены. Но меня ожидал еще один сюрприз. Поскольку инвестор с российской стороны тратил пока еще свои собственные деньги, он решил одновременно с согласованием текста договора генерального подряда заключить с победителем тендера отдельный контракт на устройство свайного поля и ростверков, потому что земляные работы на тот момент подходили к завершению, чтобы не терять времени. Разумеется, мои возражения от имени управляющей компании на этот счет учтены не были. Российская сторона экономила время. Пришлось согласиться и с этим. Все-таки это собственник проекта и источник дохода для моей компании. Далее. Уже в качестве потенциального генерального подрядчика компания-победитель тендера начала реализацию субподрядного контракта на устройство нулевого цикла. И поскольку функции технического надзора также возлагались на мою команду, первый серьезный прокол, который мы обнаружили, это срыв сроков поставки свай на объект. Поскольку подрядчик не учел в своем предложении ни загруженность ближайших заводов-производителей свай, ни способ доставки свай на объект. В результате 1,5 месяца было потеряно только из-за срыва сроков поставки. Затем на российскую экономику наступил всемирный кризис, и иностранный инвестор тут же отказался от участия в проекте. А сам проект был заморожен. Договор генерального подряда так и остался неподписанным. В этих условиях лишние деньги на профессиональную управляющую компанию для российской стороны тоже стали бессмысленными, и с целью экономии денег контракт был расторгнут. При этом завершенность работ по свайному полю составляла 90%, а по ростверкам 50%. Российский инвестор решил самостоятельно закончить этап нулевого цикла за собственные средства и завершил, но уже без участия управляющей компании. Через несколько лет российский инвестор оправился от кризиса и решил закончить начатый проект. Средства на завершение проекта были найдены, новый генеральный подрядчик тоже был выбран. И поскольку мои заключения представлялись российскому инвестору интересными и профессиональными, он позвонил не в управляющую компанию, а уже лично мне, чтобы продолжить сотрудничество. Задача стояла следующая – завершить проект в качестве управляющего со стороны инвестора. Неприятные обстоятельства следующие. Отметки нулевого цикла не соответствовали проектам как в плановом, так и в высотном положении. Причем не соответствовали они в такой степени, что требовалась корректировка проекта и дополнительные работы по переделке части выполненных работ. Ведь предварительные контракты с арендаторами будущего торгового развлекательного центра уже заключены, и схему функционального зонирования объекта уже не изменить. Конструктивная схема здания следующая. Кусты свай, ростверки, колонны, несущая способность которых должна быть обеспечена.
Выяснилось, что при завершении работ нулевого цикла подрядчик ни больше ни меньше предоставил заказчику никем не подтвержденный акт проверки планового высотного положения фундаментов, а заказчик это проглядел. Ошибок в этом примере больше, чем в предыдущем, и стоят они гораздо дороже. Но я не буду утомлять вас на этот раз графиками и финансами. Это можно сделать по аналогии с предыдущим примером. Я остановлюсь на управленческих ошибках. Главное из них – это желание собственника проекта сиюминутной в кавычках экономии и нежелание кого-либо услышать. Остальные ошибки – следствие этой главной. Итак, первое. Собственная команда заказчика. Низкобюджетный и низкоквалифицированный персонал без достаточного опыта. Хотя даже при наличии дорогостоящей, навязанной иностранным инвесторам управляющей компании, заказчик все равно не придерживался ее рекомендаций. Так что возвращаемся к нежеланию услышать то, что экономия сегодня совсем не означает экономию для проекта в целом. Второе. Неверный анализ результатов тендера. О тендере я написал отдельную статью и также не стану отнимать у вас лишнее время, она есть на сайте. Третье. Если заказчик принимает решение заключить не один контракт генерального подряда с ценой под ключ, а несколько субподрядных, это значит, что он должен быть готов к выполнению функций генерального подрядчика на стыках между этими контрактами. Для этих функций нужна соответствующая команда, которая от команды заказчика отличается. Четвертое. Если в проект привлекается профессиональный консультант-управляющий, платить ему должен тот, кому мнение этого консультанта важно. В случае с этим проектом привлеченная управляющая компания оказалась между двух огней. С одной стороны, с точки зрения логики, она должна была защищать интересы иностранного инвестора. И если бы контракт у компании был с ним, то результаты тендера выглядели бы совсем по-другому. Но управляющей компании тоже нужно зарабатывать. И чтобы ее контракт не был преждевременно расторгнут, ей пришлось согласиться с позицией российской стороны по результатам тендера, хотя проекту это было совсем не на пользу. Это, кстати, одно из самых слабых мест в том случае, когда в проект привлекается управляющая компания, которая больше заинтересована в сохранении дохода от контракта на управление, вместо того, чтобы показать собственнику реальное, пусть и не очень приятное для него текущее положение дел. Но это детали контракта на управление и самой структуры управляющих компаний. Я придерживаюсь позиции, что лучше говорить о положении дел так, как они есть, пока ситуация для проекта поправима. В этом ведь и есть смысл работы управляющего – оценивать ситуации и прогнозировать для собственника проекта варианты их развития, возможные последствия и находить оптимальное решение с точки зрения конечного результата. А конечный результат любого проекта – это всегда его доходность. Пятое. Даже в режиме спешки не стоит оплачивать подрядчику выполненные работы без правильно оформленной исполнительной документации. Вроде и мелочь, но я хочу остановиться на этой мелочи поподробнее, потому что пример очень показательный. Еще относительно недавно все объекты вводились в эксплуатацию по результатам работы государственной комиссии. Сегодня есть приемочная комиссия заказчика, после которой он только представляет пакет документов в ГАСН для получения акта о вводе в эксплуатацию. Состав обязательных документов для государственной комиссии был тоже несколько другим и, на мой взгляд, больше защищал заказчика от ошибок. Акт проверки соответствия планового высотного положения фундаментов был одним из таких обязательных документов и составлялся с привлечением государственной структуры, ближайшего к объекту треста ГРИИ. Логика документа была очень простая. Убедиться, что фундамент обеспечит проектную геометрию зданий. Сейчас этот документ не является обязательным, и решение по большому счету остается за заказчиком, проверять или нет. Но логика осталась. Да, у заказчиков появилось больше свободы в принятии решений, но одновременно с этим появилось и больше рисков для потенциальных ошибок. Так вот, в нашем случае такой акт составлялся после завершения работ нулевого цикла. А так как от услуг управляющей компании российская сторона отказалась до их завершения, то эту ключевую точку проекта должна была отследить собственная команда заказчика, но не отследила. Почему? Конечно, причина в качестве команды в руководителе проекта со стороны заказчика и в позиции самого владельца проекта. Я обязательно скажу об этом пару слов, но сначала давайте ответим на вопрос, можно ли было избежать ошибок в этих двух примерах. А то я рискую остаться в ваших глазах персонажем, который только критикует постфактум чужие ошибки, да еще вдобавок злорадствует над ним. Давайте посмотрим.
На самом деле риски в проекте – это как болезни у человека. Есть свои стадии развития, и лекарство для каждой стадии тоже свое. И чем дальше, тем лечение дороже. Пример первый. Вернемся к списку ошибок со стороны заказчика и проектировщика и рассмотрим их в графике проекта. Первое. Ошибка, связанная с моментом составления задания на проектирование. Что здесь не так? Реальной ситуации мы, конечно, никогда не узнаем. Но, скорее всего, это было давление на сотрудника со стороны руководства, которое спешило с организацией тендера. Проект все-таки бюджетный и формальных процедур, отнимающих кучу времени, много. Не думаю, что человек совсем уж не понимал, что делает, но эта фраза была, скорее всего, отпиской для руководства с целью отложить решение проблемы на потом. А потом забыли. Или человек уволился. А дела принял человек, который не обратил внимания или не знал, к каким последствиям это может привести. Плюс к этому, в госструктурах задание на проектирование пишет обычно не собственник, а дирекция единого по региону заказчика. И собственник часто это задание только согласовывает. А согласовывать могли в спешке и могли показать только директору и забыть про главного инженера, как часто случается. Но то, что изначально проблема была известна, это несомненно. Потому что явно видна недоговоренность двух организаций – собственника аэропорта и собственника существующего склада ГСМ. Потому что кроме самой фразы в задании должны были быть получены технические условия. И то, что их не было в тендерном пакете, говорит о том, что проблема была в стадии решения. А эта фраза стала временной полумерой, чтобы срок решения отложить. Чтобы такие вопросы не терялись при смене команды в ходе проекта, существует конфиденциальный документ, называющийся «Программой реализации проекта», который описывает видение собственника на будущий проект и стратегию его воплощения. Это что-то похожее на бизнес-план, только более развернуто. Разумеется, собственник не должен делать этого лично, это может сделать будущий руководитель проекта. Либо самостоятельно, если у него хватает для этого опыта и квалификации, либо при наличии сформированной команды проекта, которая будет этот проект исполнять. И после того, как такая программа изложена в виде документа, приложениями к нему становится график проекта, а потом и финансовая модель. Обычно же происходит все наоборот, и вы наверняка об этом знаете. Далее. Контроль за ходом проектирования. Это ответственность руководителя проекта, который контролирует проектные работы либо лично, либо в его команде есть такой специалист. Зависит опять же от квалификации руководителя. В нашем случае заказчик полгода не интересовался, разрабатывается ли технологический раздел или нет. То есть, либо со стороны заказчика проектирование было пущено на самотек, либо заказчика в проекте представлял обычный исполнитель, которого руководителем проекта назвать нельзя. То есть, возвращаемся опять же ко времени формирования команды или к ее качеству. Но точка, где риск мог быть скомпенсирован, лежит в диапазоне полугода с начала проектирования. Теперь о проектировщиках. Ни один нормальный человек не станет покупать себе гараж 3 на 6 метров, а потом вдруг передумает и купит себе вместо Мерседеса КамАЗ, который в этот гараж не поместится. То же самое с промышленными объектами. Архитектурные решения всегда подчинены технологическим, пусть даже крупными мазками. Вот тут я немножко отступлю от темы, потому что меня всегда удивляла позиция работодателей, ищущих себе руководителя проекта с опытом либо конкретно на промышленный объект, либо на жилой, либо на коммерческий. Какая разница? Разница ведь только в ведущем разделе проектной документации. В промышленном строительстве это технология, в жилищном – архитектура и востребованность квартир определенной площади. В коммерческом – наличие предварительных контрактов с будущими арендаторами и их требования к площадям, то есть функциональное зонирование, которое связано, разумеется, с технологией и рыночными требованиями. Плюс инфраструктура во всех трех случаях. А в остальном-то чем эти типы проектов отличаются? Тот же проектировщик, тот же подрядчик, та же стройка. Да, акценты разные. Так даже на типовых проектах акценты разные. Нулевые циклы, технические условия, тот же климат, если проекты возводятся в разных регионах. Не бывает двух одинаковых проектов. В строительстве есть определенная логика, которая не меняется уже очень много лет. Она есть в нормативах, в технических условиях, в процессе выбора подрядчика или процессе ввода в эксплуатацию. Меняются технологии, материалы, рынок. Но это совсем не значит, что завтра мы начнем строить фундамент вместо фасада, а в трубе с горячей водой потечет канализация. Руководитель проекта для того и нужен, чтобы эту логику понимать и подстраивать ее под задачи проекта в интересах собственника и в зависимости от типа проекта. Но продолжим о логике и технологическом разделе. Вначале идет разработка технологии крупными мазками, а затем она детализируется при параллельной разработке архитектурного раздела.
При этом подразделения проектной мастерской постоянно обмениваются друг с другом своими внутренними заданиями. А главный инженер проекта внимательно следит, чтобы какая-нибудь труба не прошла где-нибудь в окне. Я, конечно, утрирую, но принцип именно такой – обычная логика. Теперь представьте себе ситуацию. Проектная компания принимает участие в тендере, готовит коммерческое предложение и не замечает как минимум двух вещей. Отсутствие технических условий на топливопроводы и отсутствие самого источника топлива для аэропорта. Нормально? Потом эта компания выигрывает тендер, полгода проектирует, и только потом проблема обнаруживается. Лично мне это говорит только о следующем. Первый. ГИБ к тендеру не имел никакого отношения. Его на анализ тендерной документации не позвали. Чтобы он расписал своему директору график проектирования, порядок привлечения субпроектировщиков, если они нужны, и степень загруженности собственных сотрудников. Ну или ГИБа для этого проекта на тот момент у компании вообще не было. И второе. Технологического подразделения у компании тоже не было, или компания еще не проектировала аэропорты, или промышленные объекты вообще. Или это компания, которая полгода не могла найти себе субпроектировщика на технологический раздел, и вместо технологии занималась пока архитектурными решениями, чтобы не простаивать. Так или иначе, здесь мы подошли к периоду, когда этот риск должен был обнаружиться как со стороны заказчика, так и со стороны проектировщика. В один и тот же промежуток времени. Как вы думаете, это совпадение? Я лично очень сомневаюсь. Системное какое-то совпадение. Конечно, ответственность проектировщика здесь есть, но она вторична. Большая часть ответственности все-таки на заказчике. И это результат тендера, где главным критерием была только минимальная цена. Или тендер купили. Вот мы разобрали с вами один пример. Я предлагаю не тратить времени на второй, потому что там примерно то же самое, только в других масштабах и с другими нюансами. Ошибки есть. Есть они всегда, и это совсем неплохо. Плохо, когда одни и те же ошибки повторяются. А если одни и те же ошибки происходят у одного собственника на разных проектах с разными руководителями проектов, плохо с системным подходом. Наверное, я совсем не открою вам Америки, если скажу, что системных дорогостоящих ошибок можно практически гарантированно избежать. Я только что показал как. Совсем другое дело, что нюансы каждого проекта разные, условия реализации тоже разные, и чтобы прийти к оптимальному решению на какой-то стадии проекта, нужен не конкретный набор знаний в конкретной области, а способность увидеть задачку целиком, в нужный момент детализировать нужный отрезок графика и смоделировать наиболее вероятные варианты развития событий в этом отрезке, а потом выбрать из них оптимальный, исходя опять же от задачки целиком. Для этого уже нужен определенный опыт или определенная команда. И собственнику нужно обязательно показать все варианты. Мало ли что не учтено на своем уровне понимания. Например, политика или личные отношения. Как мне кажется, это для собственника бизнеса должно быть главным критерием оценки руководителя проекта и его команды. Но разные компании по-разному видят функции руководителя проекта. Диапазон между, так сказать, минимальной и максимальной комплектацией этого персонажа колеблется от одушевленной функции Microsoft Outlook, где сотрудник бегает между подразделениями компании и озвучивает собственнику просроченные даты и затраченные деньги, до руководителя отдельного юридического лица, который создается под конкретный проект. Соответственно, и стоят эти люди тоже разных денег. Готовят ли таких профессионалов? Нет, не готовят. Никакие PMP и PMI в этом случае не работают. Готовят управленцев без опыта строительства и строителей без опыта управления. Готовят просто проектировщиков и просто экономистов. Все остальное приходит только с практикой и тщательным перемешиванием содержимого перечисленных профессий. Это все, чем я хотел сейчас с вами поделиться. Более подробная информация есть на моем сайте, а я желаю вам и вашим проектам удачи и свободы от рисков.